вышли замуж в Европе и нашли вот ровно таких, как надо. Мужчина создан, чтобы принести условного мамонта, и он, значит, на это заточен. Ну так, а куда деньги сдавать? Мужчина, когда думает, он молчит. Женщина, когда думает, она говорит. Невозможно найти мужчину после 40 лет, потому что либо идиоты, либо алкоголики. И сказал: не слушай никого, ты у меня самая лучшая. Это они все придурки. Мужчину не надо любить, мужчину надо понимать. И кормить вовремя. Друзья, всем привет! Сегодня поговорим с не психологом, с лайф-коучем, как он сказал, и спросим, почему это, чем это различается, в чем разница. Андрей Протасенин. Да, Протасенин. Да. Андрей, добрый день. Добрый день. Спасибо за встречу сегодняшнюю. Взаимно. У меня Спасибо очень большое. много к тебе вопросов на тему отношений между мужчинами и женщинами. И вообще насчет восприятия жизни. И также я бы хотел тебе поговорить насчет отношений вне своей страны. Чем отличается, вот первый вопрос сразу. Коучинг Почему коуч? и психология – это противоположные профессии. Это в разные стороны. Психологи занимаются в основном прошлым и работают с проблемами. Коучи занимаются в основном будущим и работают с задачами. Это разница примерно как между врачом-реабилитологом и фитнес-тренером. То есть это противоположная профессия, даже при том, что инструменты похожие, часто одни и те же, но вектор совершенно разный. Поэтому коучинг – это быстро и эффективно, но это предназначено для условно здоровых людей. Если есть какие-то психологические проблемы, травмы, раны, это сначала психотерапия. А психиатр, да? То есть, если человек плохо ходит, он в тренажерный зал не пойдет. Ему скажут, фитнес-тренер ему скажет: не-не-не, сначала давай приведи себя в порядок, восстановись, да, а потом мы с тобой будем достигать каких-то целей. Поэтому коучинг и психология – это немножко в разные стороны. Разделили. Да. Различаются ли отношения людей? Вот у тебя очень много тренингов. Тренинги же ты проводишь. В среде людей, которые говорят на одном языке. А мы сейчас находимся в Испании. И вот я по своему опыту знаю, что очень много иммигрантов распадаются, семьи распадаются. И я не знаю, почему это, ну, я могу предполагать, но вот очень большой процент пар супружеские распадаются, кто приезжают, от чего, не знаю, может быть, ты скажешь, ты предположишь, но есть разница, чтобы понять своего партнера на своем языке, ну, как бы не то, что на языке, даже ты можешь знать язык той страны, куда ты приехал, но ментальность, либо это разные Вопрос вещи. коммуникации это вторично, это второстепенно. В одноязычной среде 7 пар из 10 разводятся. 7 разводов на 10 браков. Слушай, Андрей, по-моему, тогда смысла нет вообще. Зачем туда нырять? Поэтому, да, разговоры о том, что вот, там другая ментальность, там какие-то другие люди. У меня много клиенток, знакомых, которые из славянских, да, краев вышли замуж в Европе и нашли вот ровно таких, как надо. Ровно таких, как надо. Нашли местных или иммигрантов? Местных. Да, про иммигрантов мы не говорим. У них же заточка все-таки старая. Да. Одни и те же сказки слушали в детстве. Нет, про местных. Поэтому это неправда, что вот там в другой стране вот, ну, просто не за кого выйти замуж, потому что там все как-то иначе воспитаны, у них другая ментальность. Ничего подобного. А как тогда объяснить, вот, например, ты на своих тренингах говоришь, что
мужчина создан, чтобы принести условного мамонта, и он, значит, на это заточен. А женщина, чтобы создать уют и уже как бы сделать комфортным этому мужчине вот его проживание. А вот, например, в Европе так не принято. Одна моя знакомая не так давно вышла замуж в Барселоне. Вот, за местного человека, за местного мужчину. Он познакомил ее со всей своей огромной семьей, ее прекрасно приняли. Вот. Она ж там, наслушавшись там всяких вот этих историй про другой менталитет, про то, что надо обоим вкладываться в семейный бюджет, ну там в равной мере, не в равной мере, как-то неважно как. Вот. Он ее кружит, он ее там устраивает, ей там экскурсии по всей Испании, показывает ей красоты. Вот. Все очень хорошо. И вдруг в какой-то момент она же говорит, что а я же вот в интернете там еще и работаю, там провожу там какие-то там группы, там онлайн там работу. Там. Он говорит, ну прекрасно, хорошо, очень хорошо, молодец, там здорово, помогаешь людям. Она говорит, так а мне же за это еще и платят. Он говорит, ну отлично, вообще хорошо, платят, ну ладно, потратить на себя, да. Вот. Так в чем вопрос? Она говорит, ну так, а куда деньги сдавать? Слушай, какая-то знакомая, если она смотрит, это мне прям Он мои аплодисменты. устроил такой скандал на пол Испании, ты не понимаешь. Ага. Он кричал, ты хочешь оскорбить меня? Ты собралась давать деньги мужчине? Это что? испанец. Испанец, чистокровный испанец. Что я тебе плохого сделал? За что ты со мной так? Он скандалил настолько искренне, что мы с ней поняли, что он не белая ворона. Тут таких много. Тут таких достаточное количество, которые вот так правильно понимают, у которых, как я говорю, правильные базовые заводские настройки. Понимаешь? Это базовые заводские настройки. Зачем? Я вообще очень рационален. Я не про духовность. Я матерый грешник. Вот, я курю трубку, ем мясо и ругаюсь матом. Меня не возьмут в сатву. Вот. Ну, я туда не очень хочу пока. То есть я очень рационален. Для чего природе нужна женщина? Ну, понятно для чего. Продолжать жизнь. Да. А мужчина тогда для чего нужен природе? Для того, чтобы женщине этот процесс обеспечить. Подожди, Ну можно все. я поспорю? Я поспорить хочу. Ты детей рожать умеешь? Нет. Нет. А что ты умеешь? На охоту ходить? Так иди, кто тебе Подожди, не дает. в создании детей участвуют 2 человека? Один участвует очень эпизодически и в свое удовольствие. А второй не в свое удовольствие? Второй потом долго-долго это все расхлебывает. Ну, послушай, как бы в Испании... Вклад, скажем так, неравноценный. Да? Ну, с точки зрения хромосом, да. А с точки зрения процесса, нет. Женщины – загадочные существа, понимаешь? Согласен. Фантастические. Мы никогда не поймем их до конца. А вообще мы с разных планет. Вот я когда вот шел на сегодняшнюю встречу с тобой, я хотел тебе это задать. Вообще вот как бы это главный вопрос, он кардинальный вообще. Мы разные люди, мы с разных планет вообще. И как нам понять друг друга и надо ли вообще На это этой понимать? планете Надо это понять друг друга. этот мир специально сконструирован полярным, дуальным. Здесь все растянуто на полюса, на противоположности. Вся целостность здесь растянута на противоположности. Для того, чтобы мы постоянно могли делать выборы и таким образом чему-то научаться, натренировываться. Если нет полярности, невозможно никаких изменений. Нет возможности. Для того, чтобы появилась хотя бы возможность для изменений, надо создать полюса. Поэтому здесь все устроено противоположно. Все растянуто на полюса. Вверх и низ, тепло, холодно, север, юг, люблю, не люблю, право, лево. Все растянуто на полюса. В том числе и 2 пола. Да? Мужчина и женщина. Мы с одной планеты. С одной. Эта планета так и устроена. Слава Богу, да. Это инь и ян, которые черное и белое,
которые одинаковы, но противоположны. Одинаковы, но противоположны. Почему мы тогда друг друга не понимаем? И вот такое Потому впечатление, что у нас разные задачи. Каждый тянет свое, а другой тянет свое. У И нас вот разные задачи, у нас утомляет разная такая жизнь. конструкция, у нас разное устройство. Мы по-разному сконструированы. Мы более логичны и малоэмоциональны. Женщины более эмоциональны и менее логичны. То есть мы в основном думаем, они в основном чувствуют. Мы опираемся на разные полушария. Мужчина, когда думает, он молчит. Женщина, когда думает, она говорит. У нее думание говорением. Ее надо в этот момент слушать? Или это без толку? Надо понимать, как слушать. Очень часто женщина приходит к мужчине за эмоциональной поддержкой. Не за советом? Не за советом. Потому что она не говорила, мне нужен твой совет. Вот этого не было. Ну, я ехала на машине, ударила машину. Она просто рассказывает, что там, да. Ты начинаешь ей говорить, так, смотри, сейчас вызываешь правильно. полицию. Мужчина, все, да. Зачем? Мужчина сразу начинает, он же логичное существо, он сразу начинает решать задачу. Она не за этим приходила. Она приходила для того, чтобы выгрузить свои эмоции, а он, чтобы сгреб ее в охапку и сказал, не слушай никого, ты у меня самая лучшая. Это они все придурки. Все. Так помощь не нужна. А она не потом тебе не предъявит, она не скажет помощь тебе, можно слушай, ты мне предложить. ничем не помогаешь, Почему? ты меня целуешь и все, а машина-то сломанная осталась. Помощь можно предложить. Почему нет? Не надо сразу решать задачу, она еще не просила. Она еще пока не просила. Поэтому да, во многом мы противоположны. Поэтому мужчину не обязательно любить. Он не очень понимает, что означает это слово. А что означает вообще любовь? Сейчас мы до нее дойдем. Вот. Женщину, да, мужчину не надо любить, мужчину надо понимать. И кормить вовремя. Сейчас кормить вовремя обязательно. Да. Женщину не надо понимать. Ее надо просто любить. Нельзя понять хаос. Можно даже не пытаться. Мигающие лампочки. Его можно просто любить. Да. Вот. Что такое любовь? Миллион, наверное, определений, миллион разных формулировок. Наиболее удачной, я считаю, формулировку Эриха Фрома, который сказал, любовь – это активная заинтересованность в жизни и развитии объекта любви. Обычно какую недвижимость занимают укопасы? Например, дорогие виллы или квартиры в неблагополучных районах города. Как я уже говорил, ты можешь встретить совершенно разные случаи. Например, дома за 1-2 миллиона евро. Узнают, что они пустуют и занимают их. Или заселяются, имея контракт на аренду, но впоследствии не платят. Они размышляют так. Ну, где-то 2 годика я здесь поживу бесплатно. Ну и, конечно, можно встретить квартиры, апартаменты, студии, нежилые помещения. Короче сказать, любую собственность могут занять или перестать платить за нее аренду, что сейчас называется инкиокупас. Заинтересованность. Точка. Активная заинтересованность. Обоих объектов. Вот точно, да. Да. В большинстве других случаев есть такой фокус. У нас есть базовые потребности тела, ну, все про них знают, 4, да, есть, пить, дышать, спать. Это то, без чего тело не выживет. 4 базовые потребности. Согласно стратегическому коучингу есть еще 4 базовых потребности личности и 4 базовых потребности души. Ну, это всего лишь модели, их можно нарисовать много, больше, неважно. Все эти потребности личности и потребности души, они находятся в так называемой гетерархии, в плавающем старшинстве. Есть иерархия, это жесткое старшинство, да? Не меняющееся, иерархия. Вот. А есть гетерархия. Ну, например, я бреду по пустыне, и сейчас больше всего я хочу пить. Я напился, потребность ушла вниз, теперь я больше всего хочу есть. Я наелся, потребность ушла вниз, теперь я больше всего хочу спать. Да. То есть
наверху всегда самая актуальная потребность. Плавающее старшинство, гетерархия. Так вот в чем заключается фокус. Если ты спросишь у 95% людей на вопрос, что такое любовь или что такое счастье, это одно и то же, выдадут тебе свою самую актуальную потребность на этот период, на сегодняшний день. То есть удовлетворение этой потребности, Она сейчас самая актуальная. это и будет счастье. Да, для него. Спрашиваешь у человека, что такое счастье или что такое любовь? Он говорит, это когда тебя понимают. Все, это самая актуальная потребность на сегодняшний день у него. Другой говорит, это когда тебе помогают. Третий говорит, это когда тебя обнимают. Четвертый говорит, это когда тебе уделяют много времени. На вопрос, что такое любовь, человек склонен выдавать свою самую актуальную на сегодняшний день потребность. Но ты говоришь, это равнозначно любовь и счастье. На этот вопрос отвечают одинаково. Так люди отвечают. Ну вот я тебе задаю вопрос. Как ты считаешь, можно Если ли со стороны, быть счастливым без любви? Есть же люди, вообще, я хотел еще вот один из вопросов, я тебе хочу задать, можно ли быть, находиться одному и получать удовольствие от жизни? Вот я, например, не хочу влезать в эти отношения, я вижу, что вокруг меня это вот 7 браков развалились, ненавидят друг друга. Я думаю, ну зачем? Мне сколько уже лет? Кстати говоря, один из твоих вопросов был, что многие женщины думают, что невозможно найти мужчину после 40 лет, потому что либо идиоты, либо алкоголики, либо... неправда. Это неправда. Неправда. И их процентное соотношение не имеет значения. Первое, что надо сделать, это не обращать внимания на статистику. Если я синичка, и мне нужна синичка, или наоборот, да, синичке нужен синичка. И ей говорят, смотри, в лесу 100 тысяч птичек. 100 тысяч птичек. Но синичков из них только 100 штук. Это же ничтожный процент. Да. Поэтому у нас для тебя очень плохая новость. Умная синичка говорит, где же эта плохая новость? Это шикарная новость. Мне нужен один, а их, 100. Я же себе одного не найду. Но из этого огромного количества 100, это же большой труд. То есть процент-то небольшой получается. Вариант Дело в том, что к синичкам прилетают синички. Вселенная выполняет в автоматическом режиме свой закон стремления к равновесию, к соответствию. Если к синичке с дуру прилетит голубь, они очень быстро поймут, что не то пальто, и он ляжет на крыло. У них не получится вместе бить гнездо. Но это отдельная большая тема. Поэтому ни для кого не проблема найти подходящего человека для пары. Возможно ли? Ну, смотри, мы парные существа. Мы двуполые существа, да, парные. Поэтому, как говорил Винни-Пух, это ж неспроста. То есть, когда мне девочка говорит, я самодостаточная, я обычно падаю вместе с креслом, я говорю, подожди, для чего ты достаточно сама себе? Ты можешь быть самостоятельной, это я понял. То есть, если твой партнер куда-то денется, ты не падаешь, ты стоишь, можешь сама стоять, самостоятельная. Все, я понял, умничка. А достаточное для чего ты сама себе? Но она имеет в виду для жить и получать удовольствие? Я не знаю, что она имеет в виду. Она говорит, ну я в смысле самодостаточная, в смысле целостная. Я второй раз падаю вместе с креслом. То есть один я говорю, подожди, у тебя нету некоторых замечательных штучек, которые есть у меня. И наоборот. Мы не можем быть целостными поодиночке. А смотри, когда мы вдвоем, у нас полный комплект. Весь набор, созданный природой, у нас в наличии. Вот теперь мы целостны. Элементарная частица материи.
какая? Атом. Атом, да? Физику вспоминаем, 6 класс. Вот. Но мы же знаем, что атом состоит из более мелких частей, ну, в частности, ядро и электрон. А почему же не они, элементарная частица материи, а целый атом? Потому что их существование по отдельности нестабильно и бессмысленно. А вместе они представляют собой устойчивую структуру, которая может существовать сколь угодно долго, и из нее, как из кирпичиков, можно собирать всю остальную материю. Так вот, я очень сильно подозреваю, что элементарная частица человечества – это не человек, это пара. Это пара. Вопрос, а можно ли стать счастливым в одиночку? Можно, можно. Исключения существуют всегда. Но это будет исключение. Конечно, это будут исключения. Это будут исключения, к которым большинство из нас не относится. Поэтому не надо выдумывать. Это какие-то очень высокоуровневые люди, которых мы называем просветленными, да? Вот. Они могут быть счастливы в одиночку, им второй не нужен, у них другие задачи. Они вообще не важно какого пола. На уровне их задач пол не имеет значения. Но таких единицы. Единицы. Вот в истории человечества происходит же развитие. Например, вот ту же Испанию возьмем. Каких-то там 50 лет назад женщине совершенно нельзя было не получать ни образования, ни открыть самой счет в банке. Ну, ничего она без мужчины не могла. И на тот момент это считалось нормальным. Там, скажем, человек, вот, ну, кто тогда был, наверное, был какой-то церковный служитель, говорил, это хорошо, вот так правильно жить. Но вот прошло 50 лет, и все меняется. Либо в другой стране, там, где до сих пор женщины ходят вот, в закрытых одеждах, и они считают это нормально, и они хотят так жить. А сейчас открылись, например, в Испании, вот вообще в Европе открылись возможности для женщин, и они стали больше зарабатывать. А теперь эта женщина может больше своего мужчины зарабатывать. И как тогда вот отталкиваться, как их строить отношения, если вот я про мамонта. Получается, женщина приносит мамонта. Это очень тонкий момент, и его надо решать для каждой пары индивидуально. Во всяком случае, я так делаю. Вот, я так делаю. Можно сделать так, чтобы мужчина зарабатывал больше. Можно. Это задача женщины. Ну как? Если женщина, мужчина художник, он продаст картину или не продаст, а женщина стала его знаменитым художником. Это задача женщины. А женщина стала банковским работником и поднялась до управления банком. Ну как она его сделает? Она приносит основные деньги. Это очень тонкий момент, Саша. Но я просто как к норме. решить? Но норма, она существует или всегда это... Смотри, что такое норма? Норма – это показатель большинства. Статистическая норма 78% плюс-минус 2. То есть у большинства людей температура тела 36,6. Это норма, это нормально. Нормально – это слово, которое означает показатель большинства. А есть люди с холодной биохимией, знаешь, как лягушки, у них даже летом руки-ноги холодные. У них меньшая температура тела, но это их обычная температура тела. И, да, обычная. Они с такой живут, они в здоровом состоянии с такой температурой живут. Это ненормально, не как у большинства, но это не хорошо и не плохо. Это просто так. А есть люди с горячей биохимией. Они вечно расстегнутые, они вечно расхрыстанные, никогда там ни шарфа, ни шапки, ничего, им все время жарко. У них там около 37 рабочая температура. Это ненормально, но это не хорошо и не плохо. Поэтому я видел пары, в которых люди поменялись ролями. Поменялись ролями. Она занимается бизнесом, добывает мамонтов, он сидит дома и ведет домашнее хозяйство.
Вопрос только один. Вам так нравится? Они говорят, да, нравится. Все, живите. Никто не трогает. Все отошли. Ну а Понимаешь? какой у них выбор-то есть? Ну, они сели вот так вот, сели, и она говорит, смотри, я Выбор есть зарабатываю всегда. столько, что нам хватает вообще на шикарную жизнь. Хочешь, я уйду с этой работы? Тебе лучше будет? Выбор есть всегда. Как урегулировать эти вопросы, всегда можно найти. Вопрос только один. Есть в этом потребность, есть желание что-то поменять. Кому-то от этого плохо, тогда надо думать, как чинить. Если обоим хорошо, отошли и не трогаем. Я видел удивительные пары. Они живут со своим полом. Однополые браки. Однополые браки. Ну, в Испании это много. Им хорошо, послушай. Но они никому плохо не делают окружающим. Главное им хорошо. Им- Зачем я буду им рассказывать про два разных пола и кому с кем надо жить? Они говорят, мы знаем, но нам так нравится. Все, нравится, живите. Андрей, Какая ну, мне разница, как они живут, если им хорошо? Если, да. Да. Поэтому есть всякое в этом мире. Вот все, что хочешь. Я бы хотел какую-то провести границу, если она есть, между мамонтами, опять же, вот я прицепился к этой теме, значит, добычей мамонта, признание этой нормы, то есть это вот мужчина должен это делать, и теми девушками, которые говорят, посмотри на меня, ты меня не потянешь. То есть изначально ставится, что мужчина обязан, там вот это слово, тянуть, он обязан ее обеспечивать. И если нет, тогда ну, все, только на этом и строятся отношения. Мужчина дает женщине материальное изобилие. Но чем это от проституции отличается? Женщина дает мужчине духовное изобилие, энергетическое изобилие. Энергия, материя. Энергия, материя. Они обмениваются таким образом. Что значит энергия? Извини, пожалуйста. Энергия, Материя я понимаю, материя, котлеты понятно. денег. Энергия – это верить в него, это вдохновлять его, это просить его, это благодарить его, это восхищаться, это делать так, чтобы он чувствовал себя мужчиной рядом с ней. Сейчас Если он 88% зрительниц поставили тебе лайк после этих слов. Если он будет чувствовать себя мужчиной рядом с этой женщиной, он будет доволен. И он будет расти от этого как мужчина. Понимаешь? А от проституции чем это отличается? От проституции отличается отсутствие эмоций. Это не искренне, это работа. Это просто работа. Мужчине нужно от женщины в первую очередь признание его мужчиной. Проститутка этого не дает. А если даже дает, он ей не верит. Он дал ей денег, она на работе. Искреннее признание можно получить только в одном месте – у своей женщины. И больше нигде. А нельзя это проверить простым образом, что если же у тебя нет этого мамонта, а она все равно с тобой, значит это искренность. А если у тебя 7 мамонтов ты каждый день приносишь домой, и с тобой любезные и любящие... Есть, женщина выбирает мужчину по двум категориям. Мужчина, женщину по одной. Вот. Хорошая ли она, вот женщина, в полном смысле слова, женщина, мать. Женщина выбирает мужчину по двум категориям признаков. Невидимым. Она чувствует их интуитивно. Ну, не только интуитивно, но сейчас не об этом. Первая группа признаков – это каков он, как мужчина, в настоящий момент. И вторая группа признаков – это каков его потенциал. То есть женщина определяет интуитивно потенциал мужчины. Два лейтенанта, одинаковых лейтенанта. Правильная женщина, она знает, кто из них станет генералом, а кто станет майором, и на этом все. Но генералом станет лейтенант, у которого папа генерал. Нет, не обязательно. А она на него смотрит. Хорошо, я фигурально выражаюсь. Понимаешь, она определяет потенциал. И тогда она может
согласиться на пока еще мелких мамонтов, потому что она этот потенциал чувствует. Знаешь, как в фильме «Место встречи изменить нельзя», как там Горбатый говорил, бабу не обманешь, она сердцем видит. Все эти вопросы, понимаешь, очень плохо разбираются в общем, потому что вопросы эти очень конкретные. Они применимы к конкретным парам в конкретных ситуациях, по конкретному запросу. А вот когда пытаешься говорить в принципе, ну, знаешь, как доктору приди, скажи, вот у меня колет в правом боку. Давайте об этом поговорим. Он говорит, не буду с тобой разговаривать. Сначала анализы, потом УЗИ, потом там это самое, томография, там потом то, а потом будем говорить. Потому что в правом боку может колоть по 100 причинам. Понимаешь, поэтому тяжело разговаривать. Вот. Поэтому все, что мы говорим про норму, про 78% плюс-минус 2. Относится к человеку к этой норме или нет, это второй вопрос. Если он не относится к норме, но ему все нравится, не надо ничего трогать. Не надо ничего, ему хорошо. Ну, а не вот, надо например, ничего трогать. У них хорошо, вот конкретная семья, у них все хорошо. Все, но ничего у меня делать. Но необычно. Отклоняются от вот этой статистических показателей нормы. Но они же в обществе живут, у них же друзья, соседи. И, значит, ее подруга, там, жена там, соседа, ей говорит, слушай, ну вот смотри, мне Мерседес купил муж, а тебя нет. Ну, тебе не обидно? А может? А не купил? Ну, как-то. И, мама ей говорит, слушай, вы как-то сказал, странно им живете. все нравится. Но она всем будет говорить, мам, а мне нравится, или соседки, да мне все хорошо, мне нравится. А та говорит, ну нравится, ну да, ездим на Рено. Он Мерседес тебе купил, а ты с ним можешь поговорить о творчестве Герберта фон Караяна? Нет, а с моим можно. Она скажет, а мне не надо, я даже не знаю. Правильно, а это и не надо Мерседес. Ну да. Понимаешь? Ты же сказал, им нравится вдвоем. Все, не надо трогать. Какими бы странными ни были их отношения. Но ты должен знаешь, быть умный человек просто, чтобы противостоять. Не обязательно умный. Ну вот, знаешь, есть такие пары, вот они не могут без скандала. Они не могут без скандала, и скандал у них там с битьем посуды, с криками, там, с громом, в общем. И вот через день у них эти скандалы. И уже весь подъезд с головами перевязанными полотенцами. Говорят, слушайте, ну что вы так мучаетесь? Ну, может, вы разведетесь уже? Они говорят, в смысле разведемся? Мы друг друга любим. Вы что, идите все в баню? Вот. Какая? Вот это такая любовь у вас? Скандалы? Да, вот такая любовь. Да, мексиканская любовь. А что такое? Живут годами, не уходят. Мы же вашу посуду бьем. Да, мы же свою посуду бьем. Ну, обклейте стены какой-нибудь звукоизоляцией, если вам мешает. Нам не мешает. Я тебе вот такой пример, вот про конкретный. У меня есть товарищ, который был женатый, и они путешествовали, они сами из России, и они путешествовали на автодоме. Несколько лет они путешествовали. И вот я с ним разговаривал, когда уже его жена не выдержала, несколько лет путешествий по Европе, и проживая в автодоме. Она вернулась, вот, они впоследствии развелись, а он мне рассказывал, что, ты знаешь, мне так тяжело противостоять ее подругам, ее маме, их давлению, потому что все говорят, нахера он тебе нужен, ну что это за семья, у вас детей нет. Как? А надо детей, нам хочется, скажем, внуков. А вы там просто в автомобиле живете 2 года, вы ездите и живете в автомобиле. Это что за жизнь? И вот так тяжело было им объяснять, о чем ты говоришь, что мы кайфуем, а нам нравится наша жизнь. Но все равно она сдалась. То есть результат такой, что они развелись. Я бы им объяснил за полчаса. Это коучинг. Это чисто коучинговая задача. Кому им? Родителям? Нет, этим 2 людям. Это же их беспокоило. Родители меня. Ну их тяжело просто, но они же общаются с родителями, а это с подругами общаются. Нормально. Это чисто коучинговая задача. Это несложно.
лишь бы им двоим нравилось. Но в какой-то момент им двоим перестало нравиться. Ну, видимо, червячка-то им посадили в голову, и он пророс. Нет. Однополым парам, которых мы уже вспоминали, сколько они рассказывали. Ну, это да. А им так хорошо. Ты представляешь, сколько им всего вокруг Ужасно, рассказывают? Не знаю, но я думаю, постоянное давление. Ты понимаешь, я сам не понимаю, как у них это получается. Но им же хорошо. Какое наше дело, если им хорошо? Вот. Поэтому это не из-за внешних факторов они расстались. Это в какой-то момент женщина стала понимать, что она уже хочет какую-то оседлую жизнь, семью, детей. Ну, поколесили по свету, пожили бременскими музыкантами. Ну, хорош, а дальше что? Ну, я тоже об этом думал, что, скорее всего... Скорее всего так. Я же однобоко сложил мнение об этой ситуации, да? Это он мне, она-то мне не рассказывала, Ну, он да, мне рассказал да. свою версию. Да. Может быть, эта версия не полная? скорее Конечно, всего. она всегда неполная. Потому что, понимаешь, чем отличается коучинговая беседа, вот когда ко мне приходят пары, я говорю, смотрите, у вас сейчас есть редкая возможность послушать, как одни и те же события, ситуации воспринимает другой человек. Поэтому мы сейчас не про факты. Вот если вы сейчас будете говорить там, а вот он сказал, он говорит, нет, я не так сказал, я такого не говорил. Я говорю, стоп, еще раз. Это не ментовский протокол. Вот там только факты. Здесь факты не имеют значения. Здесь имеет значение, кто как воспринял. Вот это коучинговая беседа. И они с таким изумлением иногда узнают, как другой человек воспринял их слова и почему, и начинают друг друга понимать. Я думаю, что я очень часто вот об этом думаю, что вообще все проблемы в мире возникают каждый интерпретирует информацию по-своему. То есть законы же для всех, все вообще в Библии, там, или законы государств, там все хорошо. Но даже здесь, там, в Испании, вот закон там трафику, да, уступи, скажем, дорогу, когда вот, главная дорога и примыкает, да, к этой к скоростной, и там вот так звучит, что помоги встроиться. Но это не значит, что я должен уступить. Да. И очень много, вот на этой почве очень много аварий, потому что они говорят, ну как же, ты должен уступить. Нет, они это интерпретируют, что я должен уступить. И это во многих там, и в отношениях. Ну, в законах должна быть конкретность формулировок, которая не может быть истолкована иначе. Ну, этим отличаются законы. Там все должно быть только однозначно. Да? Как только что-то может быть истолковано неправильно, оно будет истолковано неправильно. Закон Паркинсона. Вот. Поэтому в отношениях это же совсем наоборот. Это же мы с тобой, два разных человека, как мы воспринимаем что-то третье. Ну, допустим, закон про полосы движения. Да. И мы можем с тобой побеседовать, поспорить, и тогда в этом споре, наверное, родится истина. Потому что это что-то третье, в чем мы не сильно заинтересованы. Понимаешь? Но когда два человека спорят о своих мнениях, о своих оценках, о своих эмоциях, ничего не будет. Потому что каждый человек для себя прав. Каждый человек прав для себя. Надо ли говорить о своих желаниях своему партнеру? Или многие, например, не говорят, зная его возможную реакцию, не то что возможно, а стопроцентную реакцию на это, и зачем обострять? Ты про кого сейчас говоришь, про мужчин или про женщин? Да про обоих. Ну, скажем, про мужчин. Давай скажем, мужчина не говорит что-то, не предлагает что-то своей женщине, потому что он знает это, отказ. Будет Обычно отказ. мужчина предлагает. Обычно мужчина предлагает. Часто не предлагает женщина.
она не понимает, как это делать. Она не понимает, что она не то что имеет право, она обязана говорить о своих желаниях, чувствах и эмоциях. Обязана, потому что мужчине нужен отклик. Он ориентируется по отклику от своей женщины. То ли он делает, или не то он делает. Так или не так. Ему обязательно нужен отклик. И поэтому женщина обязана говорить ему о своих желаниях, чувствах и эмоциях. Но без претензий, упреков и осуждения. Как только появится хотя бы тень претензии, упрека и осуждения, включается третий закон Ньютона. Сила действия равна силе противодействия. Сразу сопротивление включается. Но оно не включится сразу же даже, ну что значит его упрек? не нужно включать. А нужно женщина говорить говорит, без. А женщина говорит, зная, что мужчина не хочет детей, например, или там следующего ребенка не хочет, а она хочет. И она, когда заводит разговор без упреков, она видит, что, слушай, ну ты надоела с этим темой, ты же знаешь мой ответ, мое отношение к этому. И это уже же, в общем, противодействие. И она в следующий раз думает, зачем? Зачем я буду поднимать эту тему? И она говорит ему в ответ, я тебя, это для девочек, волшебные фразы. Она говорит, я тебя понимаю, ты прав. Вот это мне очень понравилось в твоих лекциях. Я тебя понимаю, ты прав. Но мне очень хочется второго. Он говорит, о Господи, ну пошли делать. Я когда, кстати, вот я вспомнил это, мне очень понравилось, и я сразу поставил себя на место в этой ситуации. Любой и если бы мне так сказали, просто это безоружный, ты просто человек, ты не можешь отказать. Любой мужчина, которому сказали, я тебя понимаю, ты прав, им уже дали признание. Сказали, ты тут главный, ты тут мужчина, ты главный, ты все решаешь, и твое слово закон. Все, он получил все, что хотел. Но мне очень хочется, вот, все, пошли делать, как тебе хочется. Он свое уже получил. Очень умно. Да. По сравнению с женщинами мы устроены настолько просто, что ты не понимаешь. Ну, мы простые, как двери. Я согласен. Я иногда думаю, зачем вот так просто добиться, чего ты хочешь? Ну, это просто. Очень легко. Просто немножко сделай там, Да. умно, схитри, как-то скажи. Так даже это же не хитрость. Это не хитрость, это так и есть. Ну да. Ну, он главный, да, да. Ты куда хотела? Замуж? Ты туда и вышла. Замуж. Ну так и стой там. Там же тихо и спокойно, там же хорошо. Это же не придумали фразу. За мужем, как за каменной стеной. Ну и стой за каменной стеной. И рассказывай этой стене все, что ты хочешь, как тебе хочется, как тебе нравится. И все будет. Только не надо складывать руки самоваром и сталкивать мнения. Потому что это третий закон Ньютона. Эта женщина вылезла к нему на ринг, на поле логики, и одела перчатки. У него нет выхода, он начинает с ней махаться. Зачем ты туда полезла? Сиди в своем поле эмоций, на зеленой лужайке, в шезлонге с кокосом. И рассказывай оттуда, как тебе хочется. Только сначала скажи ему, что ты его понимаешь, и он прав. Все, ему больше ничего не Ну а надо. почему вот большинство так не делает? Ну это же так легко, почему они не делают? Почему так Скорее не всего, они делают? это Потому знают, что, можно. потому что в постсоветском пространстве, если мы говорим, да, про нашу ментальность, беда началась в 1917 году, когда девочек посадили за одни парты с мальчиками и начали девочек учить как мальчиков. Комсомолки. Им начали рассказывать: старайся, достигай, побеждай, превозмогай себя, будь лучшей. Это все слова, которые мужские, они не имеют к девочкам. То, что здесь преподают в школе, ты против этого? Я не знаю. Равенство, вы равны. Я некоторые семьи знаю испанские, каждый себе стирает, просто не то что, а там до какого-то абсурда равенства. То есть я трусы себе стираю сам, а ты мои не трогай, а я свои носки сама стираю. Равенство, в моем понимании,
Смотри, моторчик и батарейка – это равноценные, равноважные элементы системы. Убери что-то одно, и все развалилось. Ничего больше нет. Да? Но функции у каждого свои. Но у них не может быть равных прав и равных обязанностей. Они сконструированы по-разному и для разных задач. Они равноценные и равноважные, да. Но они не могут быть равноправными. Ну, либо надо понимать, что такое равноправие. Ну, вот, например, Приходит в Испании- женщина в пожарную часть и говорит: а я хочу работать у вас пожарным, можно? Да. И говорят: ну можно, конечно, ты же гражданка нашей страны, тебе все можно. Ну, смотри, куколка, ты же у нас девочка, то есть тебе ж тяжелее таскать эти бухты со шлангами, чем мужикам. Ну, или как, спасать человека как бы там. да. Поэтому давай так, пожарным ты, конечно, работать у нас можешь, но за ту же самую работу мы платим тебе в 1,5 раза больше, ну потому что ж тебе тяжелее. И отпускаем тебя с работы на 1,5 часа раньше. Ну, потому что у тебя же дети, там, муж, уроки надо с ними учить. В моем понимании вот так выглядит равноправие. Вот так. Это равноправие. Понимаешь, никакие разговоры про абсолютное равноправие, с моей точки зрения, невозможны до того момента, пока мы с тобой не научимся рожать детей. Вот пока мы этого не умеем, ну не получится поговорить даже мы, про если- абсолютное равноправие. Но мы представим даже такую фантастику, что мужчина научился рожать детей. Но тогда и женщина должна стать тоже физически так же развитой, как и... Когда мужчина научится рожать детей, женщина научится ходить на охоту. Тогда мы Есть- станем равными есть и такой- перестанем быть нужны друг другу. В Испании есть блогер такой, Рома Гаярдо. И он мне очень нравится, потому что вот он просто искренне делает такие видео. Он на улицах подходит и спрашивает, вот, есть равноправие? Мгм. Вот. И там, испанки, они очень такие, не женственные, а вот феминизм развит вот в Испании. И они говорят, да, равноправие должно быть. А есть какие-то ущемления прав в Испании? Они говорят, да. Он говорит, скажите, пожалуйста, в чем? Они говорят, ну, например, меньше платят. Он скажите, пожалуйста, где? Мгм. И я почему вспомнил, потому что ты сказал про пожарников. Он говорит, а вот пожарники не берут женщин. Он говорит, хорошо, чтобы стать пожарниками, любой человек должен пройти тест. Мгм. Тест пробежать, пронести. О чем Ну ты да, говоришь? да. Бухту эту протащить. Да, значит, придумали такое. Давайте для женщин другой тест. Для женщин более простой тест. Ну, она же слабее. Она тест не сможет выполнить, который выполняет мужчина. Значит, эти женщины на улице говорят, вот, надо так. Он говорит, хорошо, а теперь представим давайте, что ты прошла тест не тот, который мужчина, и ты забегаешь в дом, где горит, и нужно вытащить женщину, которая 120 килограмм. Ты это сможешь сделать? Ты спасти сможешь этого человека? Ну, вот и они не могут на этот вопрос ответить. Вот, и настолько это логично, элементарно он спрашивает. То есть Ну да. вам какая нужна равенство? В зарплате, в работе? То есть, вы станьте таким, как мужчина. Вы выполните то, что делает мужчина. И то же самое получается и о чем ты говоришь. И если мужчина выполнит женские роли, тогда мы станем равными. То есть равноправия не может быть. Возвращаемся на полчаса назад. Зачем природе женщина? Для того, чтобы продолжать жизнь. А зачем ей мужчина? Для того, чтобы женщине это обеспечить. Это равноважная задача, конечно. Но какое равноправие? А кому вообще это выгодно? Вот почему в политике сейчас это продвигается? Вот в Европе очень сильно продвигается. Кто-то от этого выигрывает? Я про политику не могу поддержать беседу. Только про отношения. Я разработал собственную индивидуальную коучинговую программу «Архитектура отношений», которая нужна только тем, кому она нужна. Кто ее услышит?
кто не удовлетворен существующей ситуацией, понимаешь? А тем, кому все подходит, все устраивает. Ну, зачем я им Тоже нужен? Ну, отлично. все в Будьте порядке. счастливы, да. Да, будьте счастливы. Какая разница, как у вас там все устроено, если вам обоим нравится. И совсем другой вопрос, когда приходят люди и говорят: смотри, мы вроде все делаем правильно, Мгм. но нам нехорошо. Я говорю: смотрите, ваша правота и моя правота, они неправильные или неправильные, они просто разные. У вас своя модель, да? А у меня своя модель отношений. Я не буду спорить, чья модель правильнее. Ваша модель вас не делает счастливыми? Ну, как-то не очень. Мгм. Тогда давайте я дам вам поносить свою, вы попробуете с ней Возможно, пожить. станет счастливым. Если да, если получится, понравится, пользуйтесь ради Бога. Если нет, выкидывайте к чертовой матери, берите обратно свою Никто старую. никого не заставляет. Никто никого не заставляет, и никто ничем не рискует. Да. Они говорят: то, что ты рассказываешь, это истина. Я говорю: Боже, избавь. Это все модели. Наш мозг не заточен познать истину. Процессор не потянет. Мы не в состоянии познать истину. Мы оперируем исключительно моделями. И они все не истина. Вопрос только в том, с какой посчастливее будет. Вот, возможно, знаешь, возможно, я видел часто людей, которые свою модель, они, можно сказать, навязывают другим. Они, ну как, например, у тебя детей нет, как ты счастлив? Без детей нельзя быть счастливым. У них есть дети, они Можно. счастливы. А они, например, вот это пример такой, ну как, ну мне тебя жалко. И они к тебе относятся, как, ну ты как-то, ну... И Вот, пытаются Это категорически неправильно. Мы все разные, и мы разные больше, чем рыбка и птичка. Вот ты не представляешь, насколько мы разные. Ну, мы кажемся друг другу плюс-минус одинаковыми. Ну, там, рост, вес, там, цвет глаз, волос. Мы разные, ты не представляешь, насколько. И поэтому нельзя утверждать чего-то одного для всех. Понимаешь? Невозможно. Одни в стрессе начинают жрать как не в себя и не влазят в зеркало. Другие, наоборот, перестают есть и худеют. Одни от боли кричат и плачут, другие от боли молчат. так и кайфуют даже. А есть такие, что кайфуют. Понимаешь, мы очень разные. Поэтому каждый раз, про кого ты говоришь, про себя, все, будь счастлив. Про меня не надо, я могу быть другим. Вот эта маленькая собачка, которая тут носится, да, а тут еще есть кошка, да? Мгм. Они все, обе вот такого размера. Вот попробуй им объясни. Ну, одна, когда ей нравится, когда ей хорошо, она виляет хвостом, а вторая мурлычет. Но хвостом не виляет. Не Он виляет, виляет. когда она недовольна. А та мурлыкать не умеет. Но они же очень похожи. Ну, 4 лапы, морда, хвост, ну, все же одинаково. Попробуй, расскажи одной и второй, что надо делать с хвостом. Они по-разному сконструированы. Поэтому, да, это про тебя. Андрей, большое спасибо тебе за этот разговор. Тебе большое спасибо. Очень приятно было пообщаться.